нас как действует? Надо узнать, как действует материя. Мы живем в материальном мире. Душа, духовная по своей природе, должна жить в духовном мире. Как действует энергия в духовном мире? Время, главная сила — это время. Время движет все в этом мире. Это главная сила. Время движет все в этом мире. От молодости к старости идут циклы. Сначала мы рождаемся, так, потом мы взрослеем, потом стареем, умираем. Цикл. Так? Дальше мы не знаем, что происходит. Веды говорят, что дальше точно так же, как человек спит, так тонкое тело пребывает в таком сначала полуосознанном состоянии, потом она опять рождается, и вот так циклами живет. Но когда душа начинает активно жить, как душа, что значит жить как душа? Служить всегда, служить везде, до дней последних солнца, служить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце», или «Светить всегда, светить всех везде», понимаете, до дней последних. Это жизнь души уже. Когда человек начинает жить как душа, то в этом случае со смертью тела сознание не угасает. Потому что душа, она может очень сильно, ярко осознавать себя также и вне тела. В этом случае ей не нужно уже нового тела, она отправляется в духовный мир. Когда духовная жизнь развилась у человека, ему уже не нужно материального тела, которое приносит страдания. Почему? Потому что время в материальном мире все старит. Все предметы, смотрите, все стареет вокруг, ничего не молодеет. Так ведь? Ребенок рождается, он молодеет потом или нет? Кто считает, что молодеет? Он стареет. Но почему он растет, когда развивается, становится красивым? Почему? Потому что душа, она хочет жить. И это означает, что она как бы сражается со временем. Она берет свое. Но когда, допустим, человек очень больной, ему трудно развиваться, он может постареть раньше даже, чем положено. Почему? Потому что не может жить душа в этом теле, не хватает силы.